Всем привет, друзья-боксерщики! Мы продолжаем тему защиты в боксе. Сегодня мы покажем практические упражнения, которые обязательны для боксера с точки зрения отбивания боксера. Это подстава и отбивы. И чем они отличаются? Дело в том, что и подставы, и отбивы, они на одной площадке делаются. И очень часто боксеры путают их. Дело в том, что подстава делается, как правило, справа направо, слева налево. А вот отбив может вести себя по-разному. Безусловно, можно подставы делать и правой, левой, левой, правой. Но это уже немножко другие варианты. Сегодня мы покажем только часть упражнений, которые помогают боксеру правильно расставить приоритеты своей защиты и подводящие движения уже к удару. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Вот смотри, есть большая разница между отбивом и подставой. Отбив – это то, что ты отбиваешь. Подстава – это то, что ты подставляешь. Вот в данном случае мы начинаем снизу. Почему снизу? Потому что легче будет потом пояснять вверх. Когда удар идет, я ставлю подставу. Пробуешь на тело. То есть я вывожу реально корпус. Еще разок. Вот он, видишь, идет. То есть я корпусом как блоком ловлю. Пошел. Вот он, видишь? Здесь, то есть момент напряжения, вот он. Я подставляю. Стоп. Медленно веди, чтобы было видно, куда ты в орган бьешь. Вот. Хорошо. То есть я просто разворачиваю корпус и подставляю вот эту часть локтя. Вот она, видишь? Второй. Вот она. Вот она. И если, например, я буду делать по-другому, то я подставляю себя под удар. Вот сейчас левой хорошо делай. Если вдруг я сделаю вот так выведу, руку отыграю, как в отбиве, то у меня сразу открывается здесь. Поэтому вот смотри, когда делаешь подставу, самая простая схема – это перекрестная справа направо, слева налево. Начинаешь. Когда я ставлю вот так, то есть здесь у меня все равно все закрыто, чтобы оно реально, то есть тебя уже защищало. Вот теперь, что такое отбив? Вот подстава справа направо, слева налево. Вот. Здесь я подставляю. Реально. Смотри, подставлять можно все одной рукой. Один, второй. Один, прям целься. Второй. Все можно делать одной рукой. Вот это чистая подстава. Но реально я работаю телом. Видишь? Работаю телом. Выдвигаю как бы тело, как рукой. Теперь что такое отбив? При отбиве у тебя тело может и не двигаться. У тебя будет работать только одна часть сбива. Сбив локтем или отбив локтем. Это уже контактная защита. То есть, в большинстве случаев это может быть, такая даже немного шокирующая защита, когда ты реально можешь уже подбить локотком. Локоть очень быстро работает. Поэтому здесь можно делать слева налево и слева направо. То есть также можно, как и при подставе, все делать одной рукой. Но мы сейчас начнем с двух рук. Начинаешь. Обрати внимание, как я это делаю. То есть вот в данном случае тело у меня на месте стоит, только локоток работает. Видишь, как я сбиваю? Здесь тоже есть определенные преимущества. Вот смотри, сейчас одной рукой. Здесь с одной стороны я внешнюю часть атакую, с другой стороны внутреннюю часть атакую. Тоже движением корпуса я могу тоже подавать. Можно уже и со смещением делать. То есть каждый вот из этих элементов, он привязывается к одной какой-то части стратегии. Поэтому в одном случае ты подставляешь, в другом случае ты сбиваешь. Только для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою уже нападение. Поэтому ноги и руки здесь очень связанно работают. Подставил,
Вот видишь, вот в чем ошибка. Локоть отошел, все, я тебе сюда завалю. Подставил. Видишь, опять завалю. Поэтому подставляешь, ты все равно должен защитить вот это место. Поэтому локоть ты на месте оставляешь, тело разворачиваешь так, чтобы у тебя локоть уже контролировал и эту часть. Чтобы вот здесь не было прижима. И где-то, может быть, даже надо задержать. Не спеши ее возвращать. Теперь убери руки. Вот первый удар. Сюда. Второй. Сюда. Ты, когда начинаешь разворачивать, убери руку. Видишь, точно сюда. Вот по этой же модели. Сейчас один подставляешь, другой сбиваешь. Вот этот подставляешь. Возвращаешься. Вот этот сбиваешь. Здесь, видишь, я уже не могу достать. Только за счет, ловкости. Поэтому твой сбив должен быть быстрый, чтобы сразу вернуть руку на место. Чтобы вот этого элемента уже избежать. Быстрее прям выставляй ее. Видишь, вот смотри, вот когда ты здесь сбиваешь локотком, у тебя вот эта вот рука уже заряжается. Отбил, сюда ударь. Еще раз. Отбил, ударь. Быстрее можешь. Чтобы ты уже знал, к чему ведет вот это вот движение. Сразу. Хорошо. Вот сейчас хорошо, видишь, ручка пошла. Вот теперь смотри, вот это положение ты сбил, у тебя рука уже должна быть другая заряжена. Если ты этой сбил, у тебя другая заряжена, но после сбива можно сразу атаковать. Вот смотри, сбил, атакуешь. Сбил, атакуешь. Сбил, атакуешь. Сбил, атакуешь. Вот теперь приближаем к такой боевой уже действительности. Зачем отходишь? И наоборот, ты на ударе стоишь. Поэтому вот сейчас у тебя строго средняя дистанция, чтобы ты понял, как контактом можно работать. Сбил, ударил. Сбил, ударил сразу, одно движение. С другой стороны, сбил, ударил. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Вот еще один момент. Вот здесь я точно должен бить по твоим болевым точкам, чтобы ты точно знал, до какого размера у тебя работает эта защита. Еще разок. Убери руку. Печень. Печень. Итак, сбив. Сбил, ударил. Сразу веди ручку. Теперь подставь. Подставь. Тело подставляешь. Ты его можешь, смотри, вот сейчас ты вперед его выдвигаешь, подставляешь. А теперь смотри, вот я начинаю бить, подставь. И начинаешь удалять. Начинаешь удалять. Но ты выстави руку, разверни тело. И удаляешь. Удаляешь. Смягчаешь, проваливаешь соперника. Вот это и есть подстава. То, что ты подставляешь. Можешь подставлять вот эту часть. Но потом сложно будет ударить. Поэтому подставляешь вот эту часть, чтобы подставил и уже мог нанести удар. Когда сильно сюда ее заведешь, да, она будет односторонней, после этого сложно уже выйти на удар. Телом выполняется, рука практически не ходит. Вот подстава. Видишь, опять справа направо, слева налево. Теперь сбив. 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 Теперь смотри, подстава и удар. Подстава, удар. Подстава, удар. Подстава, удар. Подстава, удар. Подстава, удар. Смотри, вот то, что касается одной руки. Очень часто бывает так, это на всякий случай. Вдруг одна рука выйдет из строя. Ты можешь сбивать как в одну сторону, так и в другую сторону. Точно так же, как подставлять в одну сторону и в другую сторону. Но здесь уже чуть-чуть другой рисунок, потому что давай вот так вот, чтобы понятно было. Начинаешь с левой, сбил, начинаешь с правой, сбил, сбил, подставил, сбил, подставил, сбил, сбил. Видишь, куда идет? Где начинается твой кулак? В саму кисть.
Видишь, можно ее удлинять. И уже тогда отбив вот этот вот будет уже посерьезнее. Так же и как и здесь. Вытяни руку, я объясню. Вот смотри. Вот здесь одно, вот здесь второе. Можно сделать вообще такой глубокий, что выйти за локоть. Стопудово будет травма. То есть все вот эти вот нюансы. Вторую руку веди. Видишь, они какие короткие. Вот теперь, видишь, к локтю веду. Видишь? Здесь я тело могу даже топить, чтобы ты не достал. И выставлять уже под траекторию, под твою. Уже опасное движение. Зачем это нужно? Чтобы ты понимал, чтобы вот этих вещей не происходило, ты очень быстро должен бить. Настолько быстро, чтобы перехватить это было невозможно. Вот, дотягивайся, чтобы, смотри, тебя не размагнитили. Все вот эти вот варианты надо реально отбить. Вот точно так же, как ты набиваешь кулаки на мешке, так же и здесь ты набиваешь. Во-первых, вот это помогает тебе с дистанцией. Что ты понимаешь, что уже на средней дистанции. Это вот как раз моменты все вот эти, которые уже драки касаются. То есть четкость вот твоих рук, движений, все должно выводить тебя на удар. Отбил, ударил. Отбил, ударил. Отбил, ударил. Отбил, ударил. Отбил, ударил. Отбил, ударил, молодец. Чтобы ты уже не терялся, понимал, где, какая часть будет работать. Защита наверх немного отличается от защиты корпуса. Но принцип везде один и тот же. Вот сейчас, чтобы рассмотреть подставу, просто подставляешь ладошку. Как лапой ловишь. Здесь тот же самый принцип поставы. Справа направо, слева налево идет. Подставляешь ладонь. Смотри, удар идет в бороду. Вот это очень важно, потому что начинают просто на руки накидывать, и в итоге, короче, тем самым защиту всю ломают. Здесь всегда надо бить точно. Задача твоя и подставить точно. Подставляешь ты при помощи разворота тела, то есть ты угадываешь траекторию удара и накидываешь. Накинул, вот эту руку приготовь к удару. Накинул, отвечаешь рукой. Еще раз. Накинул, отвечаешь. Накинул, отвечаешь. Сильнее можешь отвечать? Быстро. Во. Видишь, как подстава работает? Сразу в защиту полностью. Плечи расслабь. И поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Видишь, двигается тело. Руки практически стоят на месте. При отбивах, наоборот, руки больше работают, чем тело. То есть тело может на месте стоять, а руки могут отбивать. Это тоже для определенных задач. Наносишь удар сюда. Вот я, например, сбил, открыл дорогу сюда для удара. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Вот этой рукой бей. Еще раз. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Сбил, ударил. Видишь, здесь минимально работает корпус. Здесь рука очень активная, очень быстрая рука. То есть говорят, что это самые простые защиты, да нифига подобного. Чтобы так наточить моторику, там реально надо массу подготовительных упражнений сделать, чтобы ты понял, как у тебя положение корпуса. Оно не должно расходиться с ударом. То есть ты, если отбиваешь или делаешь подставу, это разные вещи. Сбил в своем выгодном варианте. То есть если ты, например, сбиваешь вот справа направо, видишь, попадаешь тут же под левую. Можешь запросто попасть. Поэтому и есть у тебя, если справа направо ты лучше защищаешься, тогда левый уже не пройдет. Видишь, не пройдет. Он все равно упрется в твою подставу. При сбивах ты можешь выбирать направление. Там есть 4 основных направления сбива. То есть это тоже расшивается под
конкретную уже стратегию. Есть момент, когда ты сбиваешь реально вниз и выпускаешь эту руку. Есть, когда ты отводишь в сторону, вот эту рукой бей. Когда ты отводишь в сторону, здесь уже под комбинацию ударов. Есть, когда ты делаешь движением вверх, сбиваешь, уже обратной стороной перчатки, внешней. Не внутренней, а внешней. То есть получается вот так, тоже под определенную задачу. Здесь у тебя как одна, так и вторая рука рабочая. То есть целые варианты там по сбивам. Сейчас мы пока делаем упражнение, которое называется больше как отбивание. Вот ты набиваешь на мешке, здесь также ты набиваешь. Чтобы все варианты защит в итоге слились к одной защите. Защита руками, защита ногами, защита телом. Это все одна защита. Чтобы все тело, руки, ноги и движения, которые ты делаешь по характеру остановки удара и сбива удара, они все уже совпали. То есть твоя главная задача как боксера выйти на свой удар. Поэтому и есть такое многообразие отбивов и остановок, удара соперника через подставы. Масса вариантов с точки зрения стратегии нападения уже. Готов? Поэтому сейчас просто как лапой отбиваешь. Отбил, отбил, ударил, ударил. Сейчас смотри. Одной отбиваешь, второй сразу заряжаешь, бьешь. Это ты делаешь подставу. Тебе надо сделать отбив. Отбил, сразу ведешь ее. Отбил, сразу ведешь ее. Отбил, сразу. Отбил, сразу. Видишь, ты движение делаешь долгое. Оно короткое, оно взрывное движение. Раз, раз отбил, раз отбил. В сторону ударил, в сторону ударил, в сторону ударил, в сторону ударил. То есть одно движение подготовило тебя как к следующему движению, чтобы уже вот эта вот механика движения была всегда заряжена на одно и то же. Что ты защищаешься, что ты нападаешь, ты все равно делаешь какие-то такие движения, которые сливают вот эту вот форму. То есть одна в итоге форма. При защите и при нападении положение корпуса уже чувствует, что ты сейчас будешь делать. Итак, ловишь удары. Хорошо. Вот это ты делаешь что? Подставы. Как сделать отбив? Нет. Еще раз так сделай, еще раз так сделай. Видишь, сразу получишь. Поэтому отбив делай вот этой рукой. Видишь, ты весь раскрылся. Пока делал отбив, весь раскрылся. У тебя все сгруппировано. Если сделал ты отбив, видишь, уже у тебя выход есть. Отбив, отбив, отбив. Понимаешь? И сразу уже дублируешь ударом. Как вариант. Раз, 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 два, три, четыре. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, и сразу бьешь. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Смотри, выпускай корпус. Потому что если ты не выпустишь корпус, нечем будет бить просто. Ты раз, два. То есть у тебя движение, может быть, даже вперед где-то идет. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Подставился, сразу атакуешь. Подставился, сразу атакуешь. Там все практически удары идут. Все. Все, еще раз говорю, все зависит от самой подачи. Подставился, атакуешь. Подставился, атакуешь. Вот теперь одним движением сделай. Во. Теперь смотри, руку не отводи. Вот как она у тебя на плече стояла, поставь ее на плечо. Вот как она у тебя стояла, локти сведи. Вот как она у тебя стояла, так она у тебя и вылетает. Медленно. Хорошо, молодец. Во. Чем короче у тебя расстояние будет, тем
неожиданней будет. Подавай локоть, тело подавай. Не-не, сейчас локтем ты закошмарил. Еще раз. Перекручиваешь, увлекаешься. Еще раз говорю, здесь самое главное, да, четкость. Вот оно движение. Бам-бам, бам-бам, бам-бам. Она коротенькая, но сильная. Не бойся, смелее будь. Четко подставляешь. Следующее. И раз-раз. 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 Единственная ошибка, сильно у тебя локти разведены. Переход наверх. Просто лапы держишь. Смотри, я начинаю на голову. Прям в голову тебя бить. Вот здесь, видишь, просто вот это вот не сработает. Еще раз говорю. То есть ты подворачивай тело, чтобы само тело от удара убирать и подставлять руку. То есть ты тело убираешь в любом случае. Ты уже защищен. А руку подставляешь только для того, чтобы не потерять свою дистанцию удара. То есть ты соперника уже, на прицеле уже держишь. То есть у тебя, вот смотри, вот это подставило, а вот это уже бьет. Видишь? Еще раз. Подставило, бьет. Сразу движение делаешь. Точно так же, как и по корпусу. И здесь кратчайшее расстояние надо выдержать. То есть не надо делать какое-то обводящее движение. То есть как только у тебя подстава произошла, видишь, рука заряжена. Все. Бам-бам. Бам-бам. Все. Причем, смотри, можно вот отбил, можно и снизу, но это все равно будет кратчайшее расстояние. Можно вывести и сбоку. Это все, зависит от тела твоего. Как ты его хочешь подогнуть, чтобы, например, гораздо глубже понять эту защиту. То есть ты можешь делать подставу, уже сгибая тело, заряжая себя на какой-то удар. Вот в чем как бы плюс. И здесь есть большая разница, еще раз говорю. То есть, сбивы, они, как это сказать, левые тянешь. Вот это вот не работает в боксе, я тебе говорю. Начнешь вот так вот сбивать, и 100 пудов тебя просто убьют. Всю голову тебе разнесут. Поэтому у тебя четкое есть распределение. Если правая летит, правая пошла. Вот она. Левая пошла. Вот она. Вот где сбив будет работать. Где-то ты видишь, соперника смещаешь, сам себе фронт открываешь. Где-то ты уже делаешь нападение. Видишь как? Левая будет работать на левую. Правая будет работать на правую. Это будет подстава. А отбив ты можешь делать и одной рукой против двух. Видишь? Здесь больше рука будет работать, но тело все равно будет помогать. Все равно будет тело помогать. Я где-то буду удлинять его, и все равно я буду перекрывать удары, отбивая их по направлениям. Все зависит от моей стратегии, что я хочу сделать. Под какой удар и под какое движение я хочу тебя занести. И так делаешь подставы и сразу наносишь удары. Бам, и этой же ты бьешь сюда. О, хорошо. Хорошо. Вот мы стоим, вот я начинаю наносить удар. Хорошо. Хорошо. Это только один вариант. Вариантов вообще у тебя 4 варианта. Не пускаешь ручку. Вот, теперь левая пошла. Правильно. Вот при этих вот, упражнениях, при этих вариантах тебя практически, не ударить. Потому что ты в ударе. Понимаешь? Когда ты начинаешь правильно выбирать, вот что тебе подставу сделать или отбив, ты уже начинаешь понимать, чтобы прервать атаку соперника. Тема защит, она в боксе очень интересна. И лично мой тренер, он больше упражнений давал, нежели с защитой, чем с нападением. То есть, как правило, если защиту тебе выставляют, то тебе и нападение выставляют. Поэтому на следующих уроках мы обязательно разберем все варианты активных защит. То есть
внешнее, внутреннее, как можно локтем отбивать, когда нужно локтем отбивать, когда ладошкой, когда предплечьем. Еще раз говорю, в боксе масса упражнений, которые именно готовят. Это еще не боевые упражнения, но подготовительные. Поэтому до новых встреч!